Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, цыганский пасьянс, Юпитер в Близнецах с 26 мая 2024 года по май 2025. Мы знаем, что Юпитер – первая провластная планета, та, которая за нашу организацию жизни отвечает. И, скорее всего, в этом уже есть подсказка, потому что что-то нам придется реорганизовывать в своей жизни или наоборот, есть какая-то составляющая, когда вам нужно адаптироваться к какой-то ситуации. Кроме того, это планета возможностей, самое главное, наверное, и удачи, и значит, какой-то новой концепции. Свою личную историю продолжить для нас прекрасный вариант. Каждый год Юпитер заходит в новый знак, меняет созвездие. И до 26 мая 2024 года Юпитер находился в Тельце. Так вот, с 27-го он уже будет в Близнецах. И вы можете вспомнить, что было 12 лет тому назад, в 2012 году, какая сфера жизни для вас была наиболее актуальна, какие вопросы вам приходилось решать. Возможно, где-то похожая концепция может проиграться и в этом году. И Близнецы – это коммуникация, это контакты, поездки, переезды, торговля или то, что с ней связано. У кого-то это проиграется с жильем, если это входило в ваши планы, или, кстати, планы тоже могут меняться, когда вы решите переехать, продать и купить в другой местности жилье. Это еще и информация и документы, которые мы можем оформлять. Находясь в Близнецах, Юпитер помогает нам воплотить в жизнь наши устремления или честолюбивые планы. И Юпитер в Близнецах – это действие. Юпитер, конечно, благоволит и помогает тем, кто сам себе готов помочь. И для вас, мои дорогие девы, это 10-й дом гороскопа, сектор карьеры, социального статуса, профессионального роста и ваши, безусловно, амбиции. Строгий Сатурн в доме партнерства и брака – это время пересмотра как и своего ближайшего окружения, так и самого себя, переоценка собственных возможностей и дальнейших планов. Вот давайте мы с вами узнаем. И первые у нас карты будут на цыганском пасьянсе, как видят карты для вас. Это событийный ряд. И поэтому с чем вы можете столкнуться? Может быть, на начальном этапе. Вот давайте сделаем такой прогноз на картах. И я надеюсь, в чем-то подсказки будут. Я оставлю ссылки в описании под видео для того, чтобы перейти на мой сайт или прочитать другие статьи на моем, посмотреть точнее, другие видео на моем канале. Ну и прочитать на моем сайте другие статьи вы тоже можете через меню. Итак, что же для вас, мои дорогие девы, давайте узнаем. Этому старинному цыганскому пасьянсу очень много лет. Я смотрю, какие знаки сходятся на картах. И вы, мои дорогие, смотрите тоже. На случай, если я чего-то не заметила, пишите, обсудим. Так, пока не вижу. Спокойное течение жизни. Вот так нам говорят карты. Значит, когда это выпадает значение свеча, это значит, мы реализуем планы, знаете, в каком-то спокойном темпе. Нет ускорений. И значит, то, что вы себе наметили, есть определенный смысл, правда, тезис, план создать и по нему следовать. Конечно, это будет сопряжено с тем, не отрицаю, что вы будете что-то время от времени корректировать, но посмотрите, все перемены в вашей жизни к радости. Венок – это радость, это предложение, это хорошее настроение, это оптимизм. И где-то это будет перемежаться, увы, вот в одной плоскости у нас еще и переживание. Значение черепа – это как раз переживание, это внутреннее состояние. То есть это могут быть и сомнения, или когда мы сами себе где-то внутренне начинаем устраивать самокопание. Вот поэтому вам это вообще категорически противопоказано. Или брать на себя какую-то чрезмерную ответственность, мои дорогие. Спокойное течение жизни, радость. Смотрим дальше, что у вас еще сошлось. Какие значения?
Вы как пожинаете плоды. 10-й дом – это, знаете, когда у нас удаются какие-то очень важные проекты, от которых в последующем будут зависеть новые начинания. То есть ничто не заканчивается, оно должно быть продолжено. И еще пару лет, возможно, вам придется анализировать то, что вы совершите в этот год. Или вы как-то будете выравнивать ту или иную ситуацию. Но это как основание для себя, новый фарватер, качество жизни заложить. Пока я с вами разговариваю, не нахожу я, мои дорогие девы, каких-то еще подсказок. Но, видимо, так складывается. Вы тоже посмотрите, можете поставить на паузу. Я надеюсь, это видно хорошо. Что интересно, хорошо, пусть нам не дали какой-то общей картины. Тут у каждого по-своему. Ага, вот я заметила, есть сердечная тяжесть, цепи. То есть сомнения вам как-то придется преодолевать. Это то, что мы не в материальном мире, мы не можем это прочувствовать. Но это то, что где-то нам будет не давать покоя. Видимо, помните, что ваш позитивный настрой будет очень важен. Почему? Нет помех для вас, мои дорогие девы. Вот посмотрите, то, что могло бы вызвать, замешательство или какое-то напряжение реальное. Это, к примеру, значение колокола или значение, когда какая-то ссора у нас происходит, меч. Это все в разных плоскостях находится нашего расклада. И поэтому я не вижу, чтобы вам что-то могло помешать. Но вы себе помешать можете конкретно. Сердечная тяжесть и переживания. Все. А внешне это как раз какая-то радость. Очень много эмоций и спокойное течение жизни. Кто знает, может, кто-то хочет драйва из вас. Но, видимо, за этот год будут такие времена, когда штиль. Говорят, выдержать полный штиль – это достаточно сложно, для кого-то сложнее, чем когда у нас какой-то вихрь перемен начинается. Давайте мы с вами узнаем на колоде Таро ангелов, на чем вас концентрируют высшие силы, на что обратить внимание. Или, может быть, что будет меняться, какая сфера жизни, к чему все идет. Итак, на чем же вас концентрируют? Вот на радости опять. Наверное, кульминационный пункт, вот именно этот венок, радость, счастье, когда удовольствие вы должны получать от жизни. И вот в этой карте Паж кубков не такая крупная карта, но она может говорить об изменениях в личной жизни. И нам показан чувствительный человек. Тот, который эмоционально реагирует на те эмоции именно со знаком плюс, которые направлены в ваш адрес. И поэтому это может быть встреча с человеком, если вы один или одна. Но все будет зависеть, опять же, от вашего настроя. Вы можете просидеть, риск в чем? С учетом как переживаний, так и вот этой сердечной тяжести вы можете просидеть без деятельности. Тут будет задача выйти, как у кого-то из замкнутого пространства, когда вы себя... Может быть, предыдущий период был достаточно сложный, когда вы разуверились в людей. И не хочется верить. Не хочется верить, потому что не хочется переживать заново какой-то сложный период, когда вам пришлось себя по частям собирать воедино. У кого-то будет так. И это не именно какая-то внешняя обстановка, а это внутренние переживания, которые тоже довелось пройти, и потом по-новому адаптироваться и как-то, может быть, научиться по-новому взаимодействовать с окружающими. Это тоже вам стоило душевных сил. Но вот по этой карте все-таки она больше нам о доброте, о чувствительности, об интуиции, о начале новых отношений. Или для тех, мои дорогие, у кого уже сложился союз, значит, ваши отношения как-то с новым вкусом свободы и вдохновения могут начаться. Или вы партнера можете как заново для себя открывать какие-то качества в нем, те, которые вы раньше, может быть, не замечали. Помимо всего прочего, Паж держит кубок. Это могут быть какие-то предложения. И из кубка выглядывает рыбья голова, а это один из символов благополучия и денег. Поэтому есть для вас отношения, которые очень важны. И важно будет их не пропустить.
И, как я сказала, для тех, кто один или одна, действительно не находиться в сольном варианте, мои дорогие девы. Ну, а для тех, кто в паре, присмотреться, может быть, к вашему партнеру и открыть его себе заново. Вот есть же такой момент. Часто наша жизненная рутина превращает нас, допустим, даже если у вас семья, превращает нас в мам и пап, в бабушек и дедушек, но мы не видим друг друга. И, может быть, эта карта говорит: вдохни, новый какой-то импульс в ваши отношения, или отправляйся куда-нибудь вместе со своим партнером в поездку, где вы можете уделить внимание именно друг другу. Ну, это так, для кого-то, может быть, и важно услышать, но, в принципе, о чем говорит эта карта? Не забегайте вперед, все же Паш, не такая крупная карта. И успей или научись вдохновляться тем моментом, научись быть радостным просто от того, что в твою жизнь пришла какая-то добрая новость, или тебе кто-то оказал знак внимания. В принципе, открой себя миру, где-то и об этом тоже. Или начать придется какую-то в одной из сфер жизни вам как заново. Или это будет, допустим, партнерские отношения по вашему бизнесу или работе. Тогда есть люди, которые к вам настроены тоже искренне, и они, по крайней мере, не желают вам какого-то зла. Поэтому по этой карте мы учимся видеть жизнь в других красках. Вот, наверное, это самое главное. Как ребенок. У кого-то из вас могут проиграться вопросы с детьми, и вам придется принимать в них участие. Но все же мы про вас спрашивали, на чем вас концентрируют высшие силы. Увидеть мир глазами. Вот, наверное, как в юности, в детстве. Вспомните о своих планах, вспомните о своих намерениях. Ведь все зависит от вас. Какая сфера жизни будет трансформироваться? Давайте достанем такую карту. Вот за этот год. Вы будете учиться чему-то новому. Или, по крайней мере, карты говорят. Возьми свою программу обучения. Может быть, это вы уже эксперт в своей профессии, и тогда какие-либо курсы, повышение квалификации, у кого-то изучение языков. Или вам может быть интересно совершенно новое направление. Где-то через учебу вы обретете новых знакомых, новых друзей, мои дорогие девы. Через обучение или новые контакты, знакомство с новыми людьми вам станут интересны те проекты, которые прежде для вас, они были как за кулисами, вы их не замечали. По этой карте мы достигаем благополучия, изобилия, процветания. Это туз Земли. Но это туз, это единица, это самое начало. Поэтому у нас изображен ребенок, радостный ребенок, кстати. И для кого-то это начало нового способа заработка или побочного дохода, когда я имею в виду дополнительный какой-то доход. У каждого тут может быть по-своему. Это когда возможность сама по себе приходит в вашу жизнь. И мы не должны от этого отказываться. Тут действительно порадуйся, вот нам говорит карты, точнее карты пасьянса нам говорят. Выпадает паж кубков и тоже говорит, сама по себе радость. Не строй каких-то грандиозных сразу планов. Успей насладиться моментом. Успей уделить внимание самому себе, своей душе. Вспомни о том, о чем ты мечтал. И какая-то возможность для вас, она будет. Ваша задача, мои дорогие девы, ее увидеть как раз. И потому что по тузу Пентакли или тузу Земли, это то, что вы должны развивать. Должны для самой себя или для самого себя какую-то возможность не упустить. Возможности нам судьба дает не каждый день. И мы можем подумать, что ну вот я еще подумаю, поразмышляю, а потом я решу. И вот когда мы решаем, чаще всего словно дверь какая-то закрылась. Поэтому вам, если вы больше легки на подъем, если вы открыты миру, если больше в радужных тонах, как бы это ни звучало, вы видите обстановку, которая вокруг вас, значит, и возможностей вы увидите больше. Значит, вовремя включитесь в какой-то вопрос, и для вас, правда, совершенно по-другому будет строиться качество жизни. Тут ведь начало, опять же, нам говорят. Давайте мы зададим такой вопрос. От чего вы откажетесь сами? Что для вас будет неактуально? Вот старший аркан сила.
это вы, и у вас сильная позиция, вы откажетесь от того, в первую очередь, когда вы будете браться кому-то помогать. Или когда вам захочется отойти в тень, если прежде вы, засучив рукава, впрягались буквально в какую-то тему, работу, то здесь вы, ну, наверное, 100 раз как минимум подумайте, а нужно ли это мне? Нужно ли мне вот это могущество свое? Вы ведь люди очень работоспособные. И часто на вашем знаке зодиака вам столько стоит поручить. И вот ваша мера ответственности, вот какой-то перфекционизм, он очень удобен для окружающих. К примеру, он очень удобен для руководителей. И вот здесь вам захочется вашу силу использовать для самого себя. Быть дипломатом, но для самого себя. И я могу предположить, вы примете решение, зачем мне договариваться, если я могу вообще полшага назад отступить и где-то уйти по-английски. Вот для кого-то и так может захотеться. Давайте мы спросим, что вам будет помогать? Есть партнерские отношения или могут быть построены, когда вы смотрите с человеком в одном направлении. Вы пересмотрите, правда, свое окружение или манеру вашего поведения. Возможно, как, знаете, будете каждого человека рассматривать то вдали, то вблизи, меняя бинокль на микроскоп. Могу ли я доверять? Есть ли смысл мне продолжать какие-то отношения? И у кого-то из вас это проиграется в личной жизни, у кого-то в сфере партнерских отношений или в вашей профессиональной деятельности. Для вас будут очень важны, мои дорогие, надежные люди. Мы можем с людьми видеть вопрос, проблему, решение какой-то темы по-разному. Но самое главное, вот одно направление, как я сказала, когда мы хотим достичь одинакового результата. И тогда может создаться прекрасный тандем, когда через диалог мы правильно понимаем друг друга. Но для этого нужно быть искренним, и для этого нужно смотреть в одном направлении. И вот эту концепцию, скорее всего, вы, и по крайней мере мы ведь спросили, что вам будет помогать, так вот эти энергии, они вам будут помогать. Ну и, судя по предыдущим картам, вы сами уже где-то настроены именно в этом направлении думать или отстраивать концепцию своей жизни на последующий год. С мая 2024, так и по мая 2025 года. Давайте мы зададим еще такой вопрос. Вам, по крайней мере, это помогает сначала подумать. Да, вы великие аналитики, но, может быть, есть те моменты, когда для вас давлеют обязательства. И тут от обязательств вы наверняка в течение года избавитесь. По крайней мере, вы будете к этому стремиться, к этому будет стремиться душа, потому что что-то нужно делать с переживаниями. А переживания у вас возникают именно на почве того, что для кого-то это перегруз, усталость или включение многих вопросов, когда на вас, на ваших плечах лежит какая-то ответственность. И вот эта ответственность, кстати, может означать сердечная тяжесть. Хорошо, давайте мы с вами зададим такой вопрос, как изменится ваша жизнь за этот год. Изменится. Планетарно же для вас не только вот этот год с мая 24 по май 25, и сам по себе 25-26 год – это время вашей трансформации. И карта колесница. Для кого-то из вас важный переезд, смена работы. И по сфере деятельности, 10-й дом, как мы сказали, уже вот в этот период вы можете заложить какую-то базу, основу. По этой карте сила желаний. Это все то, что я говорила, как и до карт, так и с учетом пасьянса, с учетом выпавших карт Таро. Идите, следуйте по направлению своих желаний. Это карта победы. Так и написано, Виктория. Поэтому какая-то победа будет зависеть от вашего настроения, мои дорогие. И настроение – это не просто что-то эфемерное. Поскольку вы люди практичные, для вас настроение как индикатор того, что у вас все идет хорошо. Или ваше душевное состояние, уделите этому внимание. Для вас основная задача не поставить себя на второе место, мои дорогие девы. И не включиться, может быть, из альтруистического желания помочь в какой-то вопрос, не пообещать сверх меры или ту ситуацию, которую вы не можете изменить. Может быть, она вам и не нравится. Она может касаться ваших близких, ваших родных.
или родственников, или она может касаться и по работе, когда вы видите, что правильно, продуктивнее как-то действовать по-другому. Оставьте людям поступать так, как они считают нужными, потому что по этой карте мы что-то передумываем, пересматриваем, переделываем, переигрываем. И благодаря этим энергиям получаем победу. Доверяйте самим себе. Это, пожалуй, самое главное, потому что сила желания. Вот о чем нам говорят карты. Как изменится ваша жизнь? Вы сумеете воплотить какое-то очень важное намерение, осуществить его. И, может быть, через год, в мае 2025, вы оглянетесь назад и придете к выводу, как или поблагодарите себя, как хорошо, что я решился или решилась, наконец, на очень важный шаг в своей жизни. У вас все получится, мои дорогие девы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.